Всем привет, друзья! В прошлом видео я показывала вам квашение капусты, видеоролик. В этом видео я хочу показать вам рецепт борща, который я готовлю вот с этой капусткой. Это мой личный рецепт. Не хочу, чтобы потом в комментариях были какие-то дебаты, что борщ это украинское блюдо, кто-то скажет, что это русское блюдо. И я в этих дискуссиях участвовать не хочу. Это мой борщ, так как готовлю его я. Поверьте, он получается очень вкусный. И давайте будем вместе готовить. Для приготовления борща нам понадобится телятина. Можете также использовать говядину. Вот, посмотрите, мяско у меня уже сварилось. Если это мясо магазинное, я довожу изначально мясо до кипения, а потом сливаю жидкость. Вот только мяско закипело, покрылось такой вот пенной шапкой, я мясо снова промываю, кастрюльку промываю и заливаю холодной водой. С домашним мясом, если вы вот сами, к примеру, вырастили животное, этого делать не нужно. Так как мяско здесь у нас напичкано всякими антибиотиками, лучше первую водичку слить, и тогда вот бульончик получается вот такой вот прозрачный. Для насыщенности вкуса бульона можно добавить сюда любые коренья, овощи по вашему вкусу, но я ничего этого не делала. Так, мясо у меня сварилось. Мясо можно будет вытащить. Так, что я и сделаю. Потом отварное мясо это можно будет порезать на кусочки и в конце варки борща забросить его снова. Вот, посмотрите, какие аппетитные кусочки. Телятина. С жирком немножко, чтобы бульон был наваристый, с косточками, естественно. В бульон добавляю квашеную капусту. И нарезаю сюда сразу картофель. Картофель твердых сортов, поэтому я буду отваривать его сразу с квашеной капустой. Если у вас картошка мягких сортов, мелих она у нас здесь называется, и быстро разваривается, тогда вот проварили капусту и вот потом забрасывайте картофель. Все, отправляем на плиту. Пока картофель с капустой готовятся, приготовим другие составляющие. Я буду также добавлять свежую капусту. Это марка капусты называется Ярома. Она очень мягкая. Готовится очень быстро, буквально 5 минут и капустка готова. Нарезаю соломкой. Мне нравится, когда нарезано тоненькой соломкой. Также нам понадобится паприка. Паприку очистила от кожуры, тогда она получается очень нежная по вкусу. Нарезаю кубиком, мелко. Это я буду добавлять вместе с капустой. Паприку я не зажариваю. Для зажарки нам понадобится морковь, свекла, яблоко. Яблоко нужно будет очистить от кожуры и репчатый лук. Лук буду нарезать мелким кубиком. Яблоко тоже мелким кубиком.
морковь соломкой. А свеклу на самой меленькой терочке буду натирать. Мой борщ готовится с 2 зажарками. Делаем первую зажарочку. Добавляем небольшое количество растительного масла. У меня подсолнечное масло без запаха. Масло разогрелось. Добавляю лук. Головка лука была огромная, поэтому я взяла только половинку. Лук нужно будет присолить и добавить сюда столовую ложку сахара без горки. Лук слегка позолотился, добавляю сюда яблоко. Очищенное от кожуры и мелко порезанное. Продолжаем все жарить. Отправляю морковь. И как только все стало таким вот мягким, поджаристым, добавляю сюда томатный густой сок. Я рекомендую добавлять в борщ пассерты томатные, потому что концентрированная паста, она загущает борщ, и он превращается в соус. Вот теперь сейчас ждем, пока выпарится лишняя жидкость, пока не запахнет жареными томатами. Соус должен стать таким очень густым. При высокой температуре, видите, вот выпаривается уже жидкость. Мешайте, чтобы не подгорело. Зажарка готова. На этой же сковороде будем готовить следующую зажарку. Чуть-чуть масла вот так сбрызнули просто. Добавляем свеклу. Свекла сочная такая вот, ароматная. И теперь выдавливаем сюда лимонный сок. Вот эта вот фишка, которую я сейчас делаю, сделает борщ такого ярко насыщенного цвета. Можно добавить также уксус, но мне больше нравится с лимончиком. Вот полностью целый лимончик выдавливаю, такой средних размеров. Вторая зажарка тоже готова. Квашеная капуста с картошкой на умеренной температуре готовились где-то около получаса. Все готово. Теперь добавляю сюда порезанную паприку и свежую капусту. Готовлю где-то около 7 минут. Эта капустка готовится очень быстро. Паприка также. Капуста свежая приготовилась. Теперь добавляю сюда мясо. Я его порезала на кусочки. Все хорошо перемешиваю. Мясо проварилось где-то около 1 минуты на умеренной температуре. Добавляю зажарку. Все хорошо перемешиваю.
Посмотрите, какого насыщенного красного цвета получается борщ. Я вот раньше очень любила столовский борщ. И всегда задавала себе вопрос, почему дома такой борщ не получается. И вот буквально недавно я поняла, почему у нас такой вкус борща не получается. Потому что мы сюда не добавляем консервированную свеклу. Вот такая свеколка, она продается в Реве, в Алди, везде. Rote Beete in Scheiben, mild süß. Вот я ее порезала на такие кусочки и добавляю. Вот с добавкой этой свеклы борщ получается необычайно вкусный. Вот как вот из столовой. Там некогда, видимо, было резать свеклу. Очень-очень вкусно. Также я сюда порезала свежий чесночок для аромата. Все по вкусу. И обязательно добавим сок этой маринованной свеклы. Вот полбаночки хватает на такую огромную кастрюлю борща. Вот эта вот баночка на 2 борщика мне хватит. Добавляю зелень, зеленый лук, петрушка и укроп. Все это тоже по вкусу. Солю. Лавровый лист. 2 листочка хватит. И довожу до кипения. Вот борщ начинает потихоньку закипать. Закрываю крышкой. Дам еще чуть-чуть ему покипеть, где-то около 1 минутки. И отключаю плиту. Борщ рекомендую настоять. Он тогда получится еще вкуснее. Вот такой борщ у нас получился. Посмотрите. Густой борщ. Поварешечка стоит. Вот так. Непременно попробуйте приготовить и вы. К борщу можно подать сметану. Кто как любит. Я люблю со сметаной. Вот так. Красота. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.